Волнуюсь, поднимусь я или нет. Даже не знаю, как тут подниматься. Маша пойдет первая. А я сейчас подойду, надеюсь, я выживу после этого. Вот что мне помогает подняться. Вот мы и добрались до пещеры Тигра. Парковка байков там. Сначала не понял, среди деревьев как-то необычно. В этом домике вы записываете свой телефон, имя, фамилию и также пожертвования, если хотите. Ну, мы там оставили чисто символически. И тут уже на подступе видно такой большой храм, немного недостроенный, как мне кажется. И я так понял, что тут не один этот храм, а приличное количество храмов. Сейчас мы постараемся показать, что увидим. И, конечно же, потом, самое главное, мы будем взбираться наверх. Читал в интернете, что подъем наверх 1250 ступенек. В среднем взбираются 40 минут. Посмотрим, за сколько мы взберемся. И всю неделю ждали, когда мы наконец-таки поедем, потому что с утра дождь, днем дождь, вечером дождь. Но уже решили все, не ждать. Сегодня мы взберемся при любой погоде, если даже будет сильнейший ливень, потому что у нас осталось не так много дней на крабе. Пещера Тигра и путь наверх, там, говорят, невероятная красота. Одно из самых обязательных мест в крабе. Если вы тут не были, то считайте, вы не были в крабе. Нам так сказали местные. Сразу при входе нас встречает такая пещера, которая, скорее всего, и является пещерой Тигра. Как заведено во всех тайских храмах, нужно всегда снимать обувь. При входе можно заметить такой донейшн для обезьян. Кидаете и потом на эти деньги кормят обезьян. Внутри довольно просторное помещение. Тут как Эрмитаж, такие колонны. Но в Эрмитаже, конечно, таких вентиляторов нету. Это, наверное, главное отличие. И вот ламы, к ним приходят тайцы, кланятся и их благословляют или еще что-то делают. Видите, прям пещера, и под ней находится этот храм. Очень необычно, я такого еще не видел. Видите, его там кое-где как-то поддерживают, чтобы там ничего не капало, не сыпалось. Выглядит так очень внушительно. И можно заметить Будду. Сзади светящееся, я называю, колесо фортуны. А вот статуи поменьше. Делается статуя, она изначально такая темная, стандартной какой-то породы. Потом начинают лепиться такие позолоченные листочки. И потом по прошествию лет можно увидеть, какая происходит трансформация. Потом Будда полностью такой вот золотой. Что удивительно, смотрел буквально вот перед выездом различных блогеров, которые снимали про пещеру Тигра, и 90% вот, которые совсем недавно были сняты, они все показывают только эту пещеру, а подъем наверх не показывают. Хотя, как мне кажется, подъем наверх и вид сверху — это самое невероятное и запоминающееся. Мы только что с Машей заметили, туда сбирались люди, и нам сейчас как раз-таки туда надо зайти и показать, что же там за пещера такая. Это первая пещера, а дальше вот с такими препятствиями будет следующая пещера. Мы пришли в еще одну пещеру больших размеров. Тут тоже есть статуи всевозможные. И сейчас Маша будет кидать монетку, чтобы попасть на вон ту вот, как сказать, отпечаток ноги Будды. И нужно попасть на вот эту платформу, чтобы монетка осталась. Но пока что Маше это не удается сделать. Сейчас буду показывать мастерство. Нужно не отсюда кидать, а вот так руку просунуть и уже туда кидать. Смотрите, и я не попал. Ах, но я хотя бы на эту штучку попал. Теперь Маша кидает, давай. Мимо. Попала, но она улетела.
Все, мы оставили всю мелочь тут, это в районе где-то 30 бат. А Маша еще кидает, у нее, оказывается, остались деньги, она это сейчас все раскидает. Если бы можно было поменять, она бы все оставшиеся деньги поменяла, только чтобы попасть. Маша, пойдем или ты будешь кидать тут? Маша очень азартный человек. Отсюда уже ушли люди, и можно посмотреть, насколько тут необычно. Тут прохладно и приятно. Но нам пора выбираться. Мы уже вышли из пещеры. Тут очередные скульптуры тигра, Будды. Ну, это целый храмовый комплекс. Мы сейчас его частично вам покажем, потому что время у нас немного. Сейчас уже 3 часа, а храмовый комплекс работает до 5 часов. А если нам взбираться наверх час, спускаться час, то получается у нас все впритык. Поэтому все, что по пути покажем, а прям ходить по всему парковому комплексу мы уже, наверное, не успеем. Нам бы подняться. Маш, ты как, поднимешься? Да я легко, это наоборот такие активности. Особенно это здорово, когда вместо зала идешь, вместо того, чтобы там в душном, скучном зале там что-то тягать, идешь и понимаешь, что ты увидишь сейчас какую-то просто нереальную картинку. Ну, я не так оптимистично настроен, у меня немного колено не до конца восстановилось, поэтому я немного волнуюсь, поднимусь я или нет, но сделаю все возможное от меня, чтобы подняться. Была уже замечена первая обезьянка. Да, вот еще обезьянка. Я так понимаю, взбираться нужно именно тут. О, смотрите. Ну, вот она кружилась так прикольно. Это обезьянка. Давай, покажи, как ты кружишься. Вот у нее такое развлечение. Она сделала себе гамак-качели. Если вы находитесь рядом с обезьянками, то обязательно держите рюкзаки лучше вот так вот, да, и сумки где-то под руками, но не сзади. Мало того, что они могут напрыгнуть сзади на этот рюкзак, начать его открывать. Они знают, что вот эти вот штучки открывают рюкзак и, соответственно, что-то оттуда украсть. А если у вас есть что-то в руках, бутылки, там какие-то бананы и так далее, то они тоже могут это выхватить, поэтому лучше все вещи держите именно в рюкзаке, там в сумке и так далее. Вот. Особенно это касается телефонов, кошельков, конечно же, и других ценных вещей. Мы подошли еще к одному сооружению. Видите, оно в таком в китайском стиле. Тут есть скульптура богини Гуанинь. Это та же самая богиня, которая была возведена на предыдущем храме, который называется Китайский храм. В Google картах он так отмечен. Только здесь уже чуть другой формат. То есть она в человеческом виде изображена, а в божественном виде она изображается с большим количеством рук. Это богиня милосердия и помощи. Но самое невероятное тут не богиня Гуанинь, а я сейчас подойду, надеюсь, я выживу после этого. Тут невероятное количество пчел и висят соты. То есть, видите, это прям вот все в пчелах. Надеюсь, меня ни одна не укусит при попытке это все снять. Маша стоит, не подходит. Она не очень любит пчел и ос. Меня уже кусала много раз в Юго-Восточной Азии, поэтому я уже, в принципе, знаю, чего ожидать. Можно увидеть еще один храм, довольно необычная статуя, да и вообще домик в целом. У подножья тут, конечно, невероятные такие красоты. Тут даже был бассейн ранее, но сейчас уже он высох. У подножья написано 550 метров наверх. Обезьянки нас провожают в путь. Все, мы идем. У подножья можно увидеть такие скульптуры. Пока что идти довольно удобно, потому что ступеньки очень маленькое расстояние друг между друга. О, ничего себе, обезьяна. Такие маленькие обезьянки сидят. Даже не знаю, как тут подниматься. Маша пойдет первая. Маш, только я похвалил ступеньки, что они довольно низкие, как тут вдруг по 40 сантиметров они стали вверх. Маша испугалась обезьянки. За ней идет какой-то орангутанг. Целый зоопарк на пути. Посмотрите, сколько тут обезьян.
Да, вон люди спускаются, скорее всего, нам сюда. О, как спускаются обезьянки по перилам. Маша на лицо. Маш, ну что, ты будешь подниматься, нет? Они тут вроде миролюбивые все. Мы прошли уже метров, наверное, 50, но я уже так устал, что, честно говоря, уже и не рад этой затее. Теперь я понимаю, почему большинство блогеров показывало только подножье и не взбирались наверх. Но мы, ребята, спортивные, должны подняться. Это первая такая точка, где можно немного отдохнуть, посмотреть уже, как высоко. И идти дальше вот таким путем. Смотрите, тут закрыт проход. Это, скорее всего, раньше вот такие вот были ступеньки. Представляете, тут шаг где-то полметра и ширина ступеньки сантиметров, не знаю, 5 или 10. По тем ступенькам, которые мы идем, они, конечно же, лучше, но все равно не полностью вся нога помещается. Иногда только половина. Спасает только вид. Мы уже прошли 500 ступенек. Посмотрите, какой вид невероятный. Уже высота прям, как на самолете летишь. Вы спросите, как мы узнали, что мы прошли 500 ступенек. И еще, если вы захотите сюда идти, обязательно берите воду, потому что вот мы взяли воду, там пол-литра, уже практически все выпили. Без воды тут просто нереально. Вот мы уже 500 шагов прошли, и нигде не было ни воды, ничего. Но я читал, что всякие остановочки, типа туалета, там посидеть, полежать где-то они будут. Пока их не было, но мы заметили 2-3 людей, которые так быстро поднимают, и все спортивные. Мы посмотрели и поняли с Машей, что кардио у нас чуть-чуть подкачало. Хотя Маша, наверное, быстро бы поднялась, да? Не, я вполне нормально. Я на самом деле люблю такое кардио. И я помню, перед соревнованиями 180 минут каждый день бегала, поэтому... Так я перед соревнованиями тоже там по часу. Мы с Машей выступали в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. Поэтому мы знаем, что такое кардио, все остальное. Но все это делается в прохладном зале. Ты там контролируешь, что куда идешь. А когда тут жара 30 градусов, я только что там вот записал, что мы еще не видели туалет, как прошли буквально 20 ступенек, и вот мужской и женский туалет. Это ровно на полпути. Будем идти дальше, надеемся на то, что мы заберемся наверх. Люди поднимаются, мы сидим, отходим, потому что в какой-то момент ноги как бы идут, все нормально, но дыхалка уже не та. То есть пытаешься вздохнуть, так как духота, влажный и очень горячий воздух, то невозможно дышаться. Когда садишься чуть-чуть, где-то минут 5-10 посидишь, по чуть-чуть начинает воздух поступать в мозг, чуть-чуть так охлаждаешься, нормально, но проходишь буквально 30 шагов, все, уже сил нету. Когда на велосипеде катался в Питере по 20-30 километров, у меня дыхалка намного лучше была. Тут, когда каждый день на байке, и ходишь там по 2-3 тысячи шагов всего, а нужно же 8 тысяч ходить, поэтому тяжко. Маша побежала, как лань. Но это недолго. Мы уже прошли 863 ступеньки. Вон там люди тоже ждут. Вот что мне помогает подняться. Там люди наверху смотрят, смеются. Но ничего, мы сейчас разберемся. Вон там ребята тоже вместе с нами идут. Ладно, надо идти. Там вообще женщина с ребенком сзади в кенгурушке, и то нормально идет. А я тут все жалуюсь. Мы уже поднялись на 923 ступеньки. И посмотрите, какая красота у нас позади меня. А также то, куда я смотрю. Просто невероятно.
Я все надеюсь, что дождь пойдет. Он освежит очень сильно, но он как назло не идет. Но где-то вот там вот дождь идет, и причем сильный. А мне помогают мои часы. Я смотрю, когда пульс доходит до 130, до 140 ударов в минуту, я сажусь, отдыхаю. Когда пульс опускается до 100, 110, я начинаю подниматься. Если вы худеете, это очень здорово. Ваш сердечный ритм больше 120-130, у вас хорошо сжигается жир. По мне такое кардио, как я уже сказала, самое лучшее, и просто огромное количество эндорфинов вырабатывается в процессе тренировки. И самое крутое, что это когда ты поднимаешься наверх, а перед тобой открывается невероятный вид, и у тебя есть такая огромная мотивация идти, скорее, быстрее даже побежать там, и скорее увидеть этот невероятный вид. В отличие от вот этих дорожек всяких, когда ты смотришь там телевизор или еще, и думаешь, ну все, ну скорее это закончилось бы. Поэтому огромный кайф вот так вот ходить. Я бы тут, если честно, приходила бы там хотя бы через день или там через 2 дня, или хотя бы раз в неделю, или 2 раза в неделю, чтобы просто такое офигенное кардио сделать. На самом деле теперь я понимаю, почему говорят, когда забираешься сюда, очищается карма. Я вот прям ощущаю, что у меня очень такая тяжелая карма была, судя по всему. Потому что очищение идет прям очень тяжко. Посмотрите, такое ощущение, чем выше, тем выше ступеньки. Тут сантиметров 40, наверное. Это просто нереально. Тут практически вертикальный спуск. Для тех, кто боится высоты, конечно, тут такая фобия. Осталось 150 ступенек, и смотрите, дождь надвигается прям в километре от нас где-то. Сейчас придет к нам. Я его жду уже еще на 500-й ступеньке ждал. Уже слышен гром. Меня уже Маша не ждет. Я иду один. Фух. Я все-таки дошел. 1260 ступенек. Посмотрите, какая невероятная красота. Скоро будет дождь. А с этой стороны видно Краби Таун. Это вот он весь. Как на ладони. Видно горы, прям красотища. И видно вот национальный парк. Недавно общался с человеком, который приехал с Филиппин. Он говорит, что вот в Филиппинах есть один остров, вот он очень похож на Краби. Мне захотелось побывать на Филиппинах еще больше. А тут у нас такая вот золотистая ступа. А впереди по курсу уже Будда, который смотрит на приближающуюся тучу. Надеюсь, долго лить не будет. Видите, люди уже уходят побыстрее. Уже в 300 метрах, наверное, грозовое облако. Прям видно, как идет на нас. Вот тут, наверное, мы будем сидеть и пережидать дождь в этой пещере до завтрашнего дня. А тут Ганеш нас встречает. Можно туда подняться и еще вот сюда. Сейчас хочу сюда подняться, чтобы еще больше обзор вам снять. Когда смотришь, это все вот как будто фотообои, как будто все нарисовано. Ого, посмотрите, там какое темное облако просто накрывает. То есть мы на высоте, как ходят облака грозовые. Это может быть опасно. Наконец-таки появился ветер. Впервые за, не знаю, за месяц. Ох-ох-ох. Пошел сильнейший дождь, и ветер нас обдувает. И наверху есть такая вот колонка, где можно набрать воды, и это, конечно, здорово, потому что
Не у всех хватает воды на дистанцию еще и вниз. Надеюсь, дождь скоро закончится, будем спускаться. Подняться-то одно дело, а вот спуститься по таким ступенькам, это, конечно, еще тот квест. Тут люди пережидают. Есть такое помещение, где можно переждать непогоду. Мне кажется, даже тут можно переночевать, если палатку где-нибудь тут поставить. В принципе, вполне себе возможно. Отсюда вот немного видно облако, посмотрите, оно прям ниже того уровня, где мы находимся. Напоминаю, мы находимся на уровне 600 метров над уровнем моря. Смешной был момент, когда я уже практически поднялся, и китайский мужичок, уже седовласый немного, и он такой: «О, привет, тебе осталось 40 шагов до окончания пути. Congratulations, поздравляю тебя». И такой: а я вот поднялся типа за полчаса, мне 40 лет, и смотри, как я выгляжу. А я в тот момент еле дышал, я говорю: ну, здорово, классно. Я хотел сказать, что мне, в принципе, до 40 лет уже не так уж и много осталось, но сделал вид, что я намного юнее его, и сказал, что молодец, классно, отличная форма. Тайцы, они такие открытые, любят общаться, любят там как-то подбадривать, шутить, и это всегда вызывает такую вот улыбку и восхищение, то, что люди даже уже в таком более пожилом возрасте всегда открытые, всегда поддерживают, улыбаются. И еще, что нравится во многих тайцах, они не боятся казаться чуть-чуть смешными, чуть-чуть веселыми, постоянно шутят. У нас, где мы сейчас живем, в нашем кондо, буквально вчера мужичок, ну не знаю, лет 50, гонялся за петухом, расставляя руки. Он увидел, что мы на него смотрим, он еще смешнее стал это все делать, смеялся. У тайцев такое принято, они сохраняют такого внутреннего ребенка до глубоких лет, до глубокой старости. Это вызывает прям искренний восторг, потому что, к сожалению, у нас люди за 40 уже все такие важные, все такие серьезные. Единственное, что вам очень рекомендую сделать перед восходом сюда, это взять с собой обязательно какую-нибудь еду, там хотя бы бананы или какие-нибудь шпажки, внизу, кстати, продаются, потому что затрачиваешь такое невероятное количество энергии, что приходишь наверх и понимаешь, что дико голодный. Вот. Мы это не предусмотрели, но я на самом деле не думала, что 1200 ступенек это прям так много. Ну что, дождь потихоньку заканчивается. Можно видеть пейзаж горизонтом 5 километров. В ближайшее время дождь не предвидится, поэтому потихоньку уже люди начали стартовать вниз. Сейчас мы немного еще подождем, чтобы там пробка не была. И тоже пойдем. Потому что мы сейчас как раз гонимся. На самом деле этот храм невероятно красивый. Сюда достаточно сложный подход, да, такой тяжело подниматься по ступенькам, но оно того стоит. Помимо того, что здесь невероятно красивый большой Будда, на которого всегда смотришь и появляется такое одухотворение. И еще вдобавок здесь вид на 360 градусов просто на всю окрестность. И если, допустим, где-то в Таиланде красивые вот такие виды, вьюпоинты, это такие достаточно обычные вещи, то тут весьма необычно тем, что рядом вот эти вот скалы, и можно их рассмотреть. И как бы вот эти скалы есть далеко не везде в Таиланде, поэтому, конечно, это, наверное, топовое место, где обязательно надо побывать в Крабе. За что люблю дожди в Таиланде, что они проходят буквально за полчаса, за 40 минут, и все. Снова можно гулять, снова можно ходить. Смотрите, какая красота. Снизу прям видно, облако проходит под нами. Мы уже спускаемся, и внизу нас ждут такие вот ступеньки, полные луж. И по ним спускаться, конечно, уже такое себе удовольствие. Но это вам просто на будущее имейте в виду. Одевайте обязательно кроссовки. Что здорово, тут есть перила, они железные, металлические. И если за них держишься, то все отлично. Мы вот спускаемся, смотрим на эту красоту, конечно. И вот все, не можем оторвать глаз. Был бы тут какой-нибудь отельчик. Хотя вот, Маш, смотри. Да, только тут еды нет. Маше придется спуститься вниз, добыть еды. Почему Маша? Потому что Маша говорила, что ей довольно-таки легко спускаться. Да, Маш? Да. На самом деле сейчас хочется добавить, что когда спускаешься, во-первых, очень свежо, во-вторых, смотришь эти виды и спускаешься максимально медленно, потому что хочется и вот этот свежий воздух вдохнуть, потому что здесь везде вот эта листва, зелень, очень-очень свежо, а во-вторых, невероятно просто красиво.
В общем, если хотите сюда тоже забраться, то либо с утра лучше всего это сделать, либо это сделать ближе к вечеру, но оставить место для того, чтобы вы успели спуститься до заката. То есть, если вы подниметесь где-то к 5 часам или там к 4 часам лучше всего, вы там как раз-таки полчаса погуляете и вниз как раз-таки спуститесь, и уже будет там совсем темно. В процессе как бы будет нормально спускаться. Маша посоветовала в 5 прийти, но тут в 5 все закрывается, поэтому хотя бы там за полчаса до 5, чтобы вас пустили. Но вечером непонятно, как тут ходить. Мы видим, тут есть фонарики. Вот, есть фонарики, они, скорее всего, работают, потому что, ну, а как по-другому. Но этих фонариков не так много. Видите, вот мы вот вниз сейчас будем спускаться, тут фонариков уже нету. И, скорее всего, этот фонарик уже не будет освещать тот спуск. Спускаться намного легче. Мы за раз без остановок прошли 400 ступенек. То есть я думал, что спускаться будет тоже тяжело, но нет, довольно-таки легко. Я когда поднимался, думал, боже мой, еще спускаться. Ну и при спуске мы снова заметили обезьянок. Это она позирует для наших подписчиков, привет всем передает. Ну, я думал, что обезьянки будут на всем пути, но оказывается нет. Я понял, зачем вот эта вот колючая проволока. Это чтобы обезьянки не доставали, наверное, плафон света, но его все равно нету. Осталось совсем чуть-чуть. Красоты постепенно пропадают. Видно вот такие вот ступы тайские. Ну вот мы уже спустились. Спуск был довольно легкий. Мы за раз буквально 2-3 раза остановились, чтобы попить воды. В отличие от подъема, на спуске было довольно-таки легко, потому что прошел дождь и уже была такая свежесть. Поэтому это такая проверка на силу воли, получится у вас подняться или нет. Видел некоторых людей, которые, по-моему, даже до конца не поднимались. Они сидели там, где туалет. Я их наверху не видел. Возможно, они решили не подниматься. Может, со здоровьем что-то. Это однозначно топ-место. Это самая высокая точка, где мы были в Таиланде. И виды, конечно, тут просто потрясающе открываются. Это весь труд, который вы поднимаетесь туда, он того стоит. То, что вы увидите, это просто, это непередаваемо. Нам с Машей безумно нравятся такие места, где большие обзорные площадки, где какие-то там храмы, сооружения. Это для нас иногда намного интереснее, чем делать обзор пляжей, потому что это запоминается действительно на долгие-долгие годы. Этот храм вы нам постоянно рекомендовали, и спасибо вам огромное за это. И если вы хотите, чтобы мы еще что-то посетили по вашей рекомендации, обязательно пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, обязательно оставляйте свой комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!